А? Сейчас у нас бойцы победы, с бойцами боксируют. Бойцами? Да, боец из Африки, из Китая и... А они когда подъедут? Буквально минуту на минуту машину. Сейчас пацаны меня сильничают насчет микрофона. Ну, у нас время еще есть, не переживай. У нас народ еще не наполнен. Время есть. Там что-то репетит? Пробовалось, да. Комментатор. Ты успокойся, скажи, что буквально еще 5-10 минут.
Никита! Все компания их не прощают. Машина ушла за бойцами. Водой что? Водой. Никита, вот девчонка звонит. Я так понимаю, у нас они с самого начала сидят, да? А у нас детей уже... О! Детей уже... Сколько бандусов они привезли-то? Я одного видел. Ya. Masa, dia nanti kalau dia kalau nanti orang itu. İyi bana sıkıntı. А? Привезли, да? Ага, сейчас. Ты вылови пока. Сейчас я отнесу тут.
Раз. Если нет чата, дальше. Чего? Действуй. А ты кому отправлял? Ты сказал сам сделать. Слушай, с футболками где? Вот одну футболку нашел, другая какая-то грязная, и вторая. Ты же заказывал сколько-то? 5 штук. 5 штук? Нет? Вот. Это вот, короче, на этого как? Ладно. А один уже готов. Это моя дочь? Выше? Не надо. Синий, красный. Синий же надо размазать. А есть, а, угол замазать? Конечно, угол, да. Нормально. Сейчас. Футболку придешь? Вот, собственно, чтобы там теперь. Тут моя. А где еще одна должна быть? Она была пункт без печатки. Да, печатки, да. Точно? Да. Все перебрать. Ну, вы тоже объявляют первого бойца. Когда объявляют первого бойца, когда объявляют второго бойца, когда оказались два бойца в клетке, в это время вокруг башки вот меня хотите подумать. Идем. Нет, это мое место. Здесь паузу сделали, да? Стратегический маневр. Начинаем отсюда. Вот это что за Мне внутри, да? Самое для вас. Нет, не внутри. А, Судил, конечно. Судил. Вот. Здесь боковые судьи сделали. Раз, улыбнулись и пошли дальше. И местечко. Главный судья. Гонг. Гонг. А вот язык не стоит. Мышка. Ого, он сейчас будет вставать. Там был. Да, у меня оттуда А он работает на втором. двое там было? Мне места не хватит. Там система подвинется. Язык. Ты же подвинешься.
Мне же место дадите, да, вот там тоже Не, у на нас вашей неудобно вышке? будет. Пожалуйста, но мне через сеточку неудобно снимать. Не, ну в принципе, у меня фокус тоже неплохой. Я пришла к этому мнению. Подходите, смотрите, отсюда. И пакет. Это победитель. Второй. Часть сколько медалей. Конечно, сейчас вы вышли? Да, еще и забраться, да. Я, конечно, могла бы, но, наверное, организаторы будут против. Блин, ну мне нужно... Вот здесь раз. О, хорошо. Я, наверное, через это, через Лёшу.
Бумажку! Он был, у меня помощник на месте. Видишь? Да, вот. Давай. Да, камера, оп, оставь. Нет, они, там другие камеры стоят, там. Что ты знаешь? Уже сделали. Как дела, как природа, а потом после этого у нас на большом эфире просьба поздравить всех. Все, баланс делать?
Всем привет. Привет, представься, пожалуйста, из какого ты города, как тебя зовут? Меня зовут Василий Комлик, я с города Иркутска. Скажи, пожалуйста, как давно ты в этом виде спорта? Конкретно в ММА? Да. Конкретно в ММА года 4-5. То есть начинал с любительских боев. Угу. Как вообще настрой перед боем? Настрой боевой, как всегда. Скажи, пожалуйста, есть какой-то вот секрет, как можно настроить себя на очень хороший результативный бой? Как ты это делаешь? Ну, это, я бы даже сказал, не секрет, это опыт. Нужно постоянно выступать где-то, чтобы... Когда вы делаете одно и то же постоянно, у вас это выходит на автомате. И то есть, если вы хотите выходить и драться спокойно, не думая ни о чем, вы должны просто этим заниматься и все. Угу. Скажи, а ты ведешь подсчет своих боев? Записи нет, но мои медали висят всегда у меня в зале, как бы их можно посчитать. Ага. Скажи, пожалуйста, а в чем особенность вообще ММА и вот этого смешанных единоборств? Чем они отличаются от обычного бокса, например? Особенность? Я да, думаю, вот прям для чайников. Что это за вид спорта такой? Я думаю, все люди любят смотреть, как дерутся другие люди. Не просто там машут кулаками, да, как в боксе, например, там есть какие-то моменты. Здесь просто выходят два человека, их запускают в клетку, и они начинают драться. Как гладиаторские бои, все всегда за это готовы были платить деньги и смотреть на это, особенно если кровь польется. А ты планируешь сегодня проливать свою кровь? Свою нет. Только кровь своего соперника, да? Ну, посмотрим, как получится. Слушай, ну это нужно прям иметь какую-то определенную жажду к агрессии. Почему ты решил вообще заниматься этим? Это вообще даже ни капельки не агрессия, это просто хобби. Мне это нравится, это весело, это интересно. А есть какие-то любимые приемчики, которые ты используешь? Я читала, что у каждого спортсмена, у каждого бойца есть какой-то особый любимые приемчики, конечно, есть. Я как бы базовый борец, занимаюсь бразильским джиу-джитсу и грэпплингом. И то есть, как бы, конечно, есть. Мы переведем его в партер и будем делать все, как умеем, красиво. Ага. Назови, пожалуйста, хотя бы троих твоих самых культовых бойцов из этого вида спорта. Кто твои кумиры? Дэн Хендерсон. Очень хороший боец, очень люблю его. Мне нравится, как он работает в своем возрасте и до сих пор выступает. Молодец. Конечно же, Конор Макгрегор. Ну, потому что у этого человека просто феноменальная харизма. Как он это делает, это восхитительно. Ну и, конечно, не из этого вида спорта, но человек, который мне очень нравится, это Майк Тайсон. Как боец. А как же наш Федор? Федор Емельяненко, да, ну вы сказали 3. Я думаю, Федор Емельяненко будет Он на либо на 4-м, либо на 5-м. Ага, понятно. Какая у тебя цель вообще, чего ты хочешь добиться в итоге в результате? Я знаю, что бойцы хотят попасть дальше в какую-то лигу, да, там есть дальше еще. На данный момент в моей голове только одна мысль: я развиваю себя. Мне это нравится, я развиваюсь в этом направлении. Это классно. Чем дальше я буду развивать себя, свое тело, свою душу, тем будет лучше, тем выше цель моя будет, и тем больше я буду богаче. Ну, все-таки, что тебе это дает? Вот прям конкретно. Не знаю, удовольствие. То есть ты кайфуешь? Мне это нравится. Я думаю, здесь все кайфуют. Насильно сюда никто не приезжает. А кто сегодня твой соперник? Чингиз Бадыра. Чингиз Бадыра. Хорошо, будем болеть за тебя, за Чингиза, посмотрим. Хорошо, победит сильнейший. Болеть. Спасибо. Вам спасибо. Все, мы отключаемся. Ага. Будем? Эту забирайте. Сейчас можно.
глотков воды меняем целый груз, но никогда не продадим свободу. Вас приветствует народный хэмэжи Республики Тыва, заслуженный артист России Мёнгнол Ондар. Тувинское горловое пение.
Вас приветствует ансамбль барабанщиков Медехан. Встречайте! Gecekinin amır mendizi bile ergim çoğunuz, baza kündülük alçılar. Sizler bugünü Akkök değerli, arı sugluk tıba çurtubuzda bolu vertip durar. Delege içergelin, türüm çok çoğuştun margıldağısının, acıdı ışkını bile, bayrağısı çevirip, utkup, yörep dur biz. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать на торжественной церемонии открытия международного турнира по смешанному боевому единоборству MMA SIPFORGE 4. У каждого мероприятия есть своя цель. Наше мероприятие
при поддержке главы Республики Тыва Шалбана Валерьевича Караола, Тувинского регионального отделения Всероссийской ветеранской общественной организации «Боевое братство» и Союза десантников Республики Тыва, а также нашего земляка, Героя России, министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Кожугетовича Шойгу, проходит в рамках проекта «Тува. Территория мужества», нацеленного на военно-патриотическое воспитание молодежи, популяризацию смешанных боевых искусств в Республике Тыва, пропаганду занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни, отбор спортсменов для участия в дальнейших соревнованиях. Спорт – это не только соперничество. Наверное, мало кто умеет так дружить и ценить дружескую поддержку, как спортсмены. В сегодняшнем международном турнире принимают участие представители различных регионов нашей великой России и зарубежных государств. Республика Тыва, Российская Федерация. Город Красноярск, Российская Федерация. Город Иркутск, Российская Федерация. Кыргызская Республика. Республика Узбекистан. Китайская Народная Республика. Республика Кот-д'Ивуар, Африка. В нашей республике всегда были люди, которые ценой собственной жизни защищали интересы своей родины, а ратные подвиги неотделимы от спортивных. Для торжественного открытия турнира слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Тыва Хопуя Шалбану Ховалыговичу. Добрый день, уважаемые жители и гости нашего города, уважаемые участники и организаторы турнира. Разрешите от имени главы Республики Тыва поприветствовать и поздравить всех с началом международного турнира по смешанному боевому единоборству ММА «Сибспорт-4» в Республике Тыва. Сегодня в турнире, как уже сказали, принимают участие представители разных стран. ММА – это динамично развивающийся современный вид спорта, который дает возможность демонстрировать лучшие качества, присущие настоящему мужчине. Силу, выносливость, несгибаемую волю к победе. Развитие этого вида спорта в нашей республике началось лишь недавно. И уже сейчас во второй раз наша республика проводит у себя турнир высокого уровня. Благодаря тому, что достойно выступили наши спортсмены на чемпионате Сибирского федерального округа в 2015 году. Наша республика уже имела честь провести у себя чемпионат округа в 2016 году, по результатам которого наши ребята заняли первое общекомандное место. Мы убеждены в том, что проходящий сегодня турнир такого высокого международного уровня, впервые проходящий у нас в регионе, станет еще одной отправной точкой в развитии этого вида спорта на территории нашей республики. Хочется поблагодарить организаторов, промоутерскую компанию «Сила Сибири», промоутерскую компанию ММА «Лига чемпионов» и Федерацию смешанного единоборства ММА Республики Тыва за проведение столь высокого мероприятия на нашей земле. Желаем всем участникам турнира показать свое мастерство, а нашим зрителям получить удовольствие от захватывающих поединков. Успешных вам выступлений и новых побед! Позвольте, с вашего разрешения, международный турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Сибспорт-4» объявить открытым.
Уважаемые друзья, Тува испокон веков славилась своими выдающимися сынами, заслуженными героями России, героями труда, именитыми бойцами и спортсменами. Сегодня мы чествуем первого в республике чемпиона Европы среди мужчин по ушу саньда. Золотую медаль родной республике подарил Кежик Карасал. Он сегодня здесь с нами на турнире. Давайте поприветствуем его. Он завоевал ее на чемпионате Европы, который проходил с 15 по 20 мая 2017 года в городе Тбилиси в Грузии. В финальной схватке он одержал победу над опытным и сильным соперником из Турции. Кежик уже вошел в историю спортивной жизни не только Тувы, но и России. Молодежь Тувы является не только спортивной, но и образованной. Помимо спортивных достижений, за плечами Кежика уже 2 высших образования. На Кежика уже равняется подрастающее поколение. И сегодня наши бойцы должны брать пример с Кежика и побеждать. Побеждать! Побеждать! Давайте бурными аплодисментами поприветствуем нашу гордость, истинного патриота Родины, Кежика Карасала. Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва. Приказ о награждении ведомственной наградой. В соответствии с приказом о ведомственных наградах Министерства по делам молодежи и спорта от 25 апреля 2011 года решением комиссии по присвоению ведомственных наград Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва за развитие системы пропаганды здорового образа жизни и физическое воспитание подрастающего поколения, за многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта приказываю наградить нагрудным знаком отличник физической культуры и спорта Республики Тыва Мангуш Алденола Ивановича, тренера по комплексному единоборству, тренера Кежика Карасала. Мангуш Алденол Иванович, отличник физической культуры и спорта Республики Тыва, тренер по комплексным единоборствам, тренер нашего обладателя золотой медали Кежика Карасала. Поприветствуем! Дорогие друзья, соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта смешанное боевое единоборство ММА, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 октября 2012 года. Общее руководство организации чемпионата осуществляет промоутерская компания «Сибфорс», город Иркутск, и Лига чемпионов, город Кызыл. Слово для приветствия предоставляется президенту промоутерской компании Лига чемпионов, город Кызыл, Айдыну Ондар.
вечер, уважаемые спортсмены, зрители и гости нашей республики. Амар Менди, База Чечуртус, Кудуткалига Аджалары. Сердечно рад приветствовать вас в столице сказочной гостеприимной республики Тыва, в самом центре азиатского континента. По случаю проведения международного турнира по смешанным боевым единоборствам ММА. Позвольте поблагодарить всех за участие и организацию данного мероприятия. Много сил и времени потрачено на этот турнир. Поэтому уверен, что сегодняшний состав спортсменов покажет зрелищные и захватывающие бои. И пусть станут свидетелями величественные горы Таңды и Саяна. И пусть вам, зрителям, принесет удовольствие этот мир азарта, драйва и мужества. Желаю всем успехов, ярких и незабываемых впечатлений. Пусть победит сильнейший. Тыван Бурунгар! Ура! Слово для приветствия предоставляется президенту промоутерской компании «Сибфорс» город Иркутск Арману Галстяну. Добрый вечер, уважаемые жители Республики Тыва. Здравствуйте, уважаемые гости города Кизиль. Хочу поблагодарить наших коллег, промоутерскую компанию «Лига чемпионов», с которой мы в течение 4 месяцев смогли организовать такой грандиозный праздник. От себя лично, от промоутерской компании «Сибфорс», хочу поздравить всех нас с этим замечательным праздником. Чтобы этот праздник вошел в историю, и чтобы каждый год по традиции мы смогли хотя бы один раз провести подобное мероприятие. Уважаемые гости, вам я желаю ярких эмоций от сегодняшнего вечера. Судейскому корпусу я желаю беспрепятственного судейства. Бойцам я желаю удачи и пусть победит сильнейший. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется почетному вице-президенту региональной общественной организации смешанных боевых единоборств ММА Республики Тыва Успун Магару Иргитовичу. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые участники, уважаемый судейский корпус. Спасибо за поддержку. Это отрадно нам. Региональная общественная организация смешанных боевых единоборств Республики Тыва очень благодарит организаторам данного мероприятия, а также нашим старшим братьям, которые я вот хочу пригласить. Я очень хочу выразить слова благодарности руководителю регионального патриотической организации Юрию Валерьевичу Караул, а также нашим постоянно золотым спонсорам руководству артели старателей Айна. И с вашего позволения, уважаемые любители смешанных боевых единоборств, пригласить Юрия Валерьевича Караул, а также президента Федерации вольной борьбы
Наважа Братислава Николаевича. Давайте пригласим их под вашими аплодисментами. Добрый день, уважаемые земляки, уважаемые участники соревнований, гости города Кызыла. Данные соревнования проходят на фоне общественного движения «Тува. Территория мужества». Мы наконец-то добились прибыть в нашу территорию замечательных спортсменов всего мира. Наконец-то мы в своей территории посмотрим, как наш дух, как наша подготовка и как подготовка наших гостей. Это все определит данные соревнования. Вперед, Тува! Добрый вечер, уважаемые земляки, уважаемые гости. Разрешите от имени коллег депутатов Верховного Урала, парламента Республики и всех спортивных обществ поздравить вас с наступающим праздником, международным праздником единоборства. Хүндлэг яңша тулар база марданы кешелері о мардага тоа мөгөлөр Европаның телегейдің қырынған телезір ұштан дейіп жорсын қаяда қалмақ шәрін қаяда бастырбайн қаяда оқтатпайн шүглік жорсындеш тоа мөгөлерге тоа кешікшілерге бәлі едіріп бәлі шөрік көріңдер. Спасибо. Четтердім ұлы, терге едірмегейдім. Большое спасибо. Дорогие друзья, уважаемые гости, ваши аплодисменты организаторам и участникам международного профессионального турнира. А сейчас, дорогие друзья, пока наши участники готовятся к состязаниям, вас приветствуют наши юные спортсмены, будущее нашего спорта. Федерация УШУ Республики Тыва. Встречайте!
УШУ Республики Тыва продолжает показательное выступление. Вы видите показательные бои по кунг-фу. Ерлан Андар, второй дан, в синей форме. Саин Хавалык, первый дан, в красной форме. Федерация УШУ Республики Тыва. Ваши аплодисменты. Итак, дорогие друзья, участники готовы, судьи тоже, зрители в ожидании честной и бескомпромиссной борьбы. Международный профессиональный турнир по смешанному боевому единоборству по правилам ММА SEAFORCE 4. Мы начинаем! Добрый вечер, дорогие друзья! Любители смешанных боевых единоборств! Мы рады приветствовать вас на международном турнире промоутерской компании SEAFORCE. SEAFORCE 4 в Кызыле! Дорогие друзья, разрешите представить вам судейскую коллегию. Аккредитованные судьи Союза ММА России, рефери в ринге Сингеев Евгений. Боковые судьи Кыргыз Аржан, Оюн Эрес, Катман Салчак Эдуард и главный судья соревнований Бугай Александр Владимирович. Ну что ж, давайте не будем откладывать. И вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Первая весовая категория до 52 килограммов. На ринг приглашается боец из Узбекистана. Синий угол. Акрамов Умитжон! Koz yaşın erdi yollarım, kara
Его соперник. Чолбак Аржан! Представляем бойцов. В синем углу мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по панкратиону, пятикратный чемпион Узбекистана по боевому самбо. Рост 163 сантиметра, вес 52 килограмма. Год рождения 1991. Вид спорта боевой самбо панкратион. Встречайте, наш гость из Узбекистана! Акрамов Умедзов! Его соперник в красном углу мастер спорта по дзюдо, самбо и боевому самбо, чемпион азиатской части России, чемпион Сибирского федерального округа по боевому самбо. Занимается в Динамо Кызыл. Рост 163 сантиметра, вес 52 килограмма, год рождения 1994. Встречайте! Чолбак Аржан! Рефери в ринге Сергеев Евгений. У нас прямой эфир. Сипфорс 4. Сегодня у нас сейчас идет бойцы. Первый бой у нас Умеджон, боец из Узбекистана. И наш земляк Чолбак Аржан. Оба являются мастером спорта по боевому самбо, по дзюдо.
Рост обоих спортсменов 163 сантиметра, вес 52 килограмма. Разница в возрасте 2 года. Да, сейчас будет зрелищный бой. Так, Чубак Каржан на стойке левши в серых шортах. Акримил Буджон в черных шортах. Заметьте, они работают пока на защите, общипывают друг друга. Идет уже идет разведка боя. Вот такие крепкие бойцы. Пока держится в середине ринга. Скорее всего, один из бойцов после обманного движения пойдет в проход. Твое мнение, друг? Ну, по моему мнению, скорее всего, боец из Узбекистана уже стойки уже лучше смотрится на меня. Да, с тобой согласен. Стойки уверенно чувствует. Ох, какой удар в корпус с правой ноги. Хороший проход, да, хороший проход. Амплитудный такой бросок прямо. Сейчас надо Аржану позицию мало, то уже есть. Надо отбиться сейчас, бить его. И на выход на болевого приема. Так. Сейчас попытается идти на болевой прием. Оба стойки. Боец из Узбекистана хорошо выбрался из партера. Не очень хорошего для него положения. Ну, оба бойцы в партере чувствуют очень хорошо, действуют. Все-таки базовые партерники, борцы, самбо все-таки играет свою роль. Наш земляк играет на первом номере, боец из Узбекистана держится вторым номером. Хороший удар! Добиваться надо, ну! Давай. Надо было поднажать, надо было поднажать. Амплитудный бросок. Так. Надо сейчас Аржану выбраться. То бывают опасные моменты, когда на гильотину попадаются бойцы. Кстати, хороший выход. Так, неплохо. Нажимает к сетке. Так, провел тайдаун. Сейчас попытается Аржан идти на болевой прием. У Аржана хорошая позиция. У Акрамова не очень хорошее положение в этом бою. Им нужно выбираться. Пока доминирует Аржан. Как думаешь, есть шанс у гостей из Узбекистана? Пока я точно не знаю, но боец тоже такой крепкий, тоже опасный, скажем. Оба легковесы, скорость. Ох, хороший замах правой ногой. Главное, как говорят, держать руки у подбородка, чтобы не пропустить в челюсть. Иначе бой закончится очень быстро. Аржан попытался перкот провести. Аржан еще является чемпионом Республики Тува по ММА.
даже так-то крепкий боец. Конечно. Боец Узбекистана неплохо ногами работает. Да. Уже несколько лоу-киков попал Фаржана. Ох! Попытка пройти Да, на конец Супермена. раунда, уважаемые телезрители. Так что у нас приветствуем вас, мы комментируем вас. Так, как бы Это Алдон Дарну. Гулян Мангелби является кандидатом в мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Так, Тоже является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. так, бой по 5 минут, 1 раунд. Я думаю, что Аржан в партере хорошо переводил, на этом баллов заработал немало. Гости из Узбекистана, думаю, надо бы побольше работать на ударной технике. Так как Аржан хорошо борется. Ну, Аржан первый раз поступает по профессиональным боям. За опыт. Ну, не будем загадывать, да? Ну, да. Бывает всякое. О, начинается второй раунд. Так. Второй раунд. Пока Аржан доминирует, как мы видим. Сейчас В посмотрим, первом что будет раунде дальше. он неплохо забрал Да. очки с переводами в партер. Ну, в основном партер лучше выглядит. Так, боец из Узбекистана выглядит подуставшим. Мы будем надеяться, что в сегодняшнем турнире никто не получит серьезную травму. Щупает бойцы защиты. Ох. Хороший размах. Вот, еще одна попытка. Ай, Аржан попался на гильотину. Выйдет. Должен выбраться. Это самый опасный момент, то, что мы видим. В таких положениях очень трудно выбраться. Главное не паниковать такой момент. Нужно думать головой. Ну так-то Аржан выглядит спокойно, на мой взгляд. Зрители все наполнили стадион. О! Сейчас Аржан желательно корпус, голова работает. Корпус, голова. Молодец, продержал. Так, бойцов поднимает, вызывает на середину. Так. Судя по всему, у Аржана запрещено 10 ударов по спине. В область спины. Да, если люди думают, что бои без правил, то реально бои без правил, нет. Там все-таки есть правила, которые нужно соблюдать, да, и есть моменты, правила, которые не нужно нарушать. Значит, либо дисквалификация, либо отнимает очки. 5 минут. Так, ну, бойцы уже выглядят чуть-чуть подуставшими. Ну, Аржан играет первого номера, судя по всему. Держится середина октагона. Вот. Опасный момент. Муджон чуть не поймал его на правой снизу. О, хороший правый боковой влетел. Да? Дергает, да. Дергает. Оба бойца кандидатов разных, не диктуют пока.
Ну, Хайкик гол, это неплохо, если пропустить. О-оу! Неплохой размен ударов прошел между бойцами. Стоит Аржану ручки бы повыше держать. Неправильное положение рук может сыграть злую шутку. Ну, у Миджона хороший удар стойкой, когда является даже лоу-кик и пробивает. Еще одна попытка хайкика. Но у Аржана руки на месте. Такое небольшое затишье. Бойцы подустали. Просто взяли паузу. Хороший удар, размен. Обменивается. Большой размен. Аржан идет первым номером. Дергает. Сильный удар пропустил Аржан. Сильный блок. Точно попадания не было такого. Но удар такой хороший летел. Как говорил Джуниор Дос Сантос, да? Когда Марк Хант бьет мимо, остается чувство, как будто мимо поезд пролетел. Вот закончился второй раунд нашего боя. Так. Только такой близкий бой, да? Да. Очень близкий. Так, Акрамов Миджон, клуб Динамо, тренер Журавлев Юрий Михайлович, город Фергана. Наш Кыргыз Аржана, тренер Чубак Аржан. Красочное шоу, да? Еще можно напоминать, на C-Force 3 наши земляки выиграли оба бойцы. Бадра Чингис и Шакжа Артур. У Артура тяжелый бой, да, был вроде бы. На 3 раунда бился. Чингису вроде бы повезло, он как на болевой вроде зашел. Так, у нас началось третий раунд. Бой пока бой такой уже идет уже зрелищный. Бойцы щупают защиту, прощупывают. Да, некоторое время они берут паузу такую. Боец из Узбекистана видел, как проводят удары снизу, опасные удары причем. Удар суперменом, да? Неплохой прыжок. Все-таки третий раунд, скорость уже не та, ребят. Акрамов пытается провести сильный удар, но пока безуспешно. Аржана реакция позволяет, уходит от ударов. Этот бросок совершил Аржан. Зрители в восторге. Так. Аржан занял доминирующую позицию. Вошел за спину. Поэтому у Аржана идет попытка удушения. Как у нас в России говорят, снятие часового. Так. Выиграл.
Так-то профессиональный дебют его выходит с победой. Шулбак Аржан. Это его дебют. Парень с большим сердцем, рвением к победе. Что нам пожелать Акрамову, Миджону? Так, не огорчаться и продолжать заниматься спортом и вести свою спортивную карьеру. На второй минуте 3 секунды третьего раунда победу удушающим приемом одержал Шулбак! Поздравляем еще раз нашего соотечественника. Это неплохой бой. Да, очень близкий, так скажем. Ну, боец из Узбекистана тоже хорошо выступил. Руководитель патриотической организации «Сокол» Юрий Валерьевич Каров! Давайте поаплодируем нашим бойцам! Юрий Валерьевич, на общее полфото. Давайте поаплодируем нашему победителю Шулбаку Аржану! Следующими в октагон приглашается в синий угол боец из Кыргызстана Алмазбекулу Бахтияр! You are my
его соперник. Встречайте! Амундукай Евгений! Так, дорогие зрители, мы снова в эфире. Второй бой нашего вечера в Сифорсе. Так, сейчас будут выступать Алмазбек Улы Бахтияр, Мундукай Евгений. Да, кстати, наш земляк занимается вольной борьбой и смешанными единоборствами. Он является кандидатом мастера спорта по вольной борьбе и неоднократно выиграл чемпионата Республики Тува. И также он является участником по уличным боям по правилам стрелки. Алмазбек является чемпионом Красноярского края по бразильскому джиу-джитсу. Сам проживает в Красноярске, уроженец Кыргызстана. Занимается в спортивном клубе Мухаммед Али. Если боец занимается джиу-джитсу, то он является серьезным бойцом. Да, опасный партнерик. Но Евгений тоже неплох. Тоже является борцом вольного стиля. Еще хочу напоминать, у нас сегодняшний вечер не 11 боев, а 10 боев будет. Потому что у нас Ворон Саен травмирован, бой не состоится, к сожалению. Так, бойцы вошли в клетку. Представляет бойцов в синем углу. Рост 158 сантиметров. Вес 61 килограмм. Родился в 1991 году. Занимается ММА. Чемпион Красноярского края по джиу-джитсу. Представляет Сильно. Кыргызстан и Красноярский край. Алмазбекулу Бахтияр! Его соперник в красном углу. Весовая категория тоже 61 килограмма. Тоже легковесы. Чемпион Республики Тува по уличным боям стрелка. Рост 170 килограммов. Вес 61 килограмм. Амундукай Евгений! Он же есть уличный боец. Нас не включили, что ли? Нет, имею камеру. Так. Еще раз привет наших телезрителей в прямом эфире. Приятный прохладный вечер. Так, Бойцы готовятся. так. Первый раунд сейчас начнется. Евгений неплохо в последнее время стойку подтянул. Опасный хайкик. Мне запомнился прошлым летом бой Жени здесь на этом же стадионе по правилам уличной стрелки. Неплохой бой провел. Сейчас я смотрю, он ударную технику вообще нормально потянул. Правый боковой. Ой, опасное положение. Попадается Женя на гильотину. Ай-яй-яй-яй-яй. Опасное положение для Евгения вообще.
респект. Хорошо просунул руку под шею. Евгений держится. Я вообще не знаю, как он держится. Очень опасно. Продержался. Крепкий Евгений. Ему не стоит больше заходить в партер с этим парнем, так как он... Больше стойко надо биться. Да. Сразу видно бразильское джиу-джитсу. Мертвый хват. Вот. Хороший правый прямой от Евгения. Еще один. Хороший удар прямым и тут же добавил коленом. Ай-яй-яй. Так, Женя зажал. Боец из Казахстана пропустил жесткий удар. Еще, мне кажется, пропустил из колен тоже, мне кажется. Да. При подъеме на ноги Женя достал его колено. Ой, опять опасное положение. Надо... Евгений, надо позиции. Жене нужно развернуться. Да, Женя неплохо себя держится. Не дает себя провести фактор. Удар коленом пропускает Улы Бахтияр. Да. Еще раз пропустил. Преждевременная остановка боя. Боец из Красноярска говорит, да, победа технически нокаута. Поздравляем Мандука и Жени. Трибуны просто воют от радости. Евгений хорошо за год потянул, серьезно причем потянул ударную технику. Опасные удары ногами. Хороший бой очень. Дебют. Профессиональный дебют у Жени. Боец из Кыргызстана тоже хорошо выступил. В партере тоже отлично бился. Победу один шаг. Рамон Награждение проводит почетный вице-президент региональной общественной организации Союза ММА России Узбун Бадыр Иргизович. Как думаешь, бои оплачиваемые? Я точно не знаю, поэтому... Было бы здорово, если бы за каждый бой ребята платили сумму нормальным количеством нулей, как это делает Сергей Руси, да? Бойцы хорошо. Мы опять в эфире. Я скажу,
Это был Мундрука Евгений. Это был нокаут. Это был хороший старт. Я свое мнение должен. Хорошо подготовился, во-первых. Отлично. Уже начали правильно. Мундрука Евгений несут на руках. Несут на руках. Молодец, хорошо был старался. Приглашайте. Боец в синем углу. Так, у нас третий бой. Третий бой этого вечера. Человек это тоже 61 килограмма. Его соперник в красном углу.
синем углу. Чемпион Москвы по спортивному самбо. Жаныбек Улу Данияр и Мангуш Эртене. Из Кыргызстана. Весовая категория до 61 килограмма. Рост 174 сантиметра. Вес 61 килограмм. Встречайте! Боец из Кыргызстана. Занимается файтнете, он, по-моему, сильный боец. Я тоже думаю, у него профессиональный дебют, одно поражение, одна ничья. Ну, мастер спорта по кикбоксингу, чемпион России по кикбоксингу, занимается в Динамо Кызыл, представляет город Кызыл, рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм, родился в 1993 году. Чемпион мира среди юниоров, да, по-моему, точно не помню, когда это было. Так. Не нарушаем соперника. Так, сейчас бой начнется. Мы можем даже шуточно поставить ставку на этот бой. Так, все. Большие стойки. Муджетна является мастером спорта кикбоксингу. Он еще является чемпионом России неоднократно. Жаныбек Улу Данияр является чемпионом Москвы по спортивному самбо. Пока идет розетка боя. В таком кикбоксерском стиле, да? Более ударный, если работает. Нажимает, работает первым номером. Ой-ой-ой. Попытка провести перевод в партер, но Эртене не дает. Хорошо защищается. Так. Такой настырный боец из Кыргызстана. Попытка душения. Так, Эртене взял Жаныбека гильотину, закрыл. Первый раз выступил, выиграл довольно удачно. Такой быстрый бой был, да? Да, очень быстрый бой. Наш уголок поднимается.
road and start feeling mixed signals like Morse code. My soul start to grow colder than the North Pole. I try to focus on the whole of where the torch goes. In the tradition of these legendary sports pros. It's hard not to see I made it to the threshold. В октагон приглашается в синий угол представитель Китайской Народной Республики Ху Цзи Хун! Так, наш четвертый бой сейчас есть боец из Китая. Так, Ху Цзи Хун. Он является представителем Ушу Саньда, двукратный чемпион Ушу Саньда. И наш земляк Олег Чингис. Он занимается кикбоксингом. Так. Достижение Ху Цзи Хуя. Так. Чемпион, двухкратный чемпион Китая по кунг-фу, по Ушу Саньда. А для Китая это Китая сколько? Точно я не знаю, около миллиарда. Миллиардное количество людей, количество минут, двухкратный чемпион. Что можно сказать про Чингиса даже? Чингис неоднократно является чемпионом Республики Тува по кикбоксингу и Тибетскому федеральному округу. Привет всем! Мы сегодня комментируем вас. Наш спонсор Байхак Аква. Так. Кстати, это весовая категория до 65 килограммов. Да, наш земляк выходит со своими товарищами с голубым беретом, но он является десантником. Десантников идет очень уверенно, кстати. Вот так нужно всегда выходить на бой с уверенной походкой. Правильно настроен на бой. Тогда мы будем надеяться, что у Чингиса все пойдет как надо по плану. Представляем бойцов. Боец в синем углу. Двукратный чемпион по Ушу Саньда. Призер чемпионата Китая по кунг-фу. 28 лет.
вес 65 килограммов. Рост 171 сантиметр. Встречайте гость из Пекина. Да, мы снова в эфире. 4-й бой этого вечера. Гости из Пекина встретятся с нашим земляком. Соперник Красновогу. Кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Неоднократный чемпион республики по кикбоксингу. Чемпион Киевского федерального округа по кикбоксингу. 24 года, вес 65 килограммов, рост 177 сантиметров. Рослый для этого веса, кстати. Заряжены оба бойца. Ингуш Чингис, кстати, намного выше. Ну, почти на голову. Так, начинается поединок. Первый раунд 4-го боя между Ху Цзиньхуй и Хамушку Чингизом. Так, гонг. Оба являются ударниками. Вот, хороший размен ударов, точное попадание Чингиса. Так, захват за спину. Это был очень серьезный амплитудный бросок. Это просто жесткое забивание нашего земляка. Техническим нокаутом в этом бою. У бойца из Пекина, скорее всего, серьезная травма колена. Он не может подняться. Нужен врач. Мы не можем понять, что произошло с Цзиньхуем. Похоже, серьезная травма колена, ниже разрыв связок. Было несколько серьезных предъявлений, да? Еще бы показали нам немного повтора, было бы удачнее. Мы бы узнали, что да как произошло. Так. Ага. Да. Награждение проводит президент промоутерской организации Лига чемпионов Альтын Ондар.
Следующими в октагон приглашается боец в синем углу Калычбекулу Гаи! Соперник в красном углу. Встречайте! Онар Туне!
Улудаир и Ондар Тумер. Кстати, Ондар Тумерова вы знаете уже, является интернетом. Да, непобедимый Куреш, да? Так его называют, прозвали в интернете. Еще в Санкт-Петербурге выступал в уличных боях. Старший чемпион стал, да? Кстати, он мой друг. Тумер является нашим общим другом. Я с ним встречался в 2013 году на ММА Республике отборочной. Он меня обыграл. Потом мы встречались на соревнованиях с Тумером по комплексному единоборству. Там тоже он меня обыграл. У него очень сильная сторона, я скажу. Не как бы ударная техника, а больше борьбой берется. Только борьбой. На удивление, все бои выигрывают только борьбой. Что сказать про Улудаира? У него жестко. Отличается ростом. Является чемпионом Красноярского края по ММА. Победитель Кубка Монах Красноярского края. Профессиональные бои. Рекорд 5 побед, ни одного поражения. У Тумера сегодня дебют в профессиональном ММА. В красном углу. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Чемпион Республики 2 по Кстати, еще весовая категория это 60 килограммов. Ну, рост только отличается 10 сантиметров. Это очень... Различный боец. Он-то шоумен. Что про него можно еще сказать? Ну, я в будущем, кстати, надеюсь, что Тумер, не только Тумер, а наши бойцы хочется выступать на UFC, на мировом уровне. Да, ну, начало положено уже. Первый шаг. Вот так, бой начался. Ох. Калышбек очень резкий, сильный боец, сразу видно. Тумер начинает его зажимать. И все. Удар Тумер, как всегда, переводом партер. Начинает переводить его в партер. Калышбек пытается выбраться и сделать захват. Так, Тумер попадает в не очень приятное положение. Не сдается, держит. Опасное положение для Тумера. Удар Тумер держит, не отдает руку. Вот это сила воли. Что скажешь даже? О! Он выбрался еще с каким взрывом. Калышбек Улудаир. Рост 175, вес 66 килограммов, ему 26 лет. Занимается в клубе Мухаммед Али под руководством Миныбаева Акыла. Уже боец из Кыргызстана тоже так чуть-чуть выглядит уставшим. Тумер опять перевел его в партер. Ага. Попытка провести сильный удар. О! Так.
Лудаир закрывает гард. Но все-таки, по-моему, Жос тоже играет роль в этом бою. Ой. Опасный момент для Тумера. Чуть не попал в треугольник. Опасность все равно в этом положении есть. Боец из Кыргызстана пропускает несколько ударов. Тоже жесткий, да? Ну, первый раунд, я думаю, уже остался за Тумером. Он провел защиту от болевого. Вышел из треугольника. Что сказать про бойца из Красноярска? У него уже, скорее всего, кончилась дыхалка. По нему заметно, он уже не так двигается быстро. Тумер ожидает. Взяли немножко маленькую паузу. Сейчас перевод на Паттер опять. На позицию. Тумер опять сверху. Доминирует, мне кажется, все-таки. Сегодня ни одного боя до решения не дошло. Очень красочные бои, кстати. Ну, наши бойцы хорошо подготовились. Да, ни одного поражения. Андар Тумер просит поддержки у земляков. Боец Кыргызстана что-то плохо, что ли. Он принял вызов. Выпускает. Тумер пошел просто на пролом. Он как будто впитал энергию, да? Он свою знаменитую привет передает друзьям. Смотрит на публику. Помните, когда это в Питере тоже на уличных треках дрался? 10 секунд. Победа техническим нокаутом. Андар Тумер в первом раунде. Конец Орлат Тумера. Отлично было. Дай его. Вот дает. На радостях-то как заправляет. Победу техническим. Подожди, ты что, ступай? Куда пошел-то? Иди на место. Нет, ну надо сидеть. В этом бою в конце первого раунда победу техническим нокаутом одержал Андар Тумер! Награждение проводит президент спортивной борьбы Республики 2, мастер спорта СССР, чемпион России, Азланмага Республики 2, Ноза Бронислав Николаевич!
следующих бойцов. Боец в синем углу. Представитель Китайской Народной Республики. Чжан Пэнфэй. Соперник в красном углу Сагачи Айхири. Viva!
Представляем бойцов. Боец в синем углу. Рост 170. Так, мы снова в эфире, шестой бой этого вечера. Джан Пенфэй против Сагачи Айхерила. Джан — представитель Китайской Народной Республики, из города Пекина. Вид спорта ушу самбо. Так, является двукратным чемпионом Китая по ушу самбо. Профессиональный дебют, профессиональный рекорд. 3 боя, 3 победы и 1 поражение. Так, Сагачи Айхерил. Сагачи Айхерил как бы занимается видом спорта вольная борьба. Является кандидатом в мастер спорта по вольной борьбе. Он еще является неоднократным чемпионом Республики Тыва по вольной борьбе и чемпионом Республики Тыва по армейскому рукопашному бою. Так, начало боя. Весовая категория до 75 килограммов. Китайский представитель весит на килограмм тяжелее нашего бойца. Он даже выглядит много крупнее. Много крупнее. Здесь неинтересно, на чем они качаются? На натуральной пище? Или же на спортивное питание какое-то? У каждого свои разные методики. Хороший перевод партера от Сагачи Айхерила. Жесткое добивание. Победа техническим нокаутом. Сагачи Айхерил. Публика доволен. Еще одна победа в нашей копилке. Очень быстрый тоже. Самый быстрый бой. Скорее всего, это самый быстрый бой. Также Сагачи является десантником военно-воздушных сил России. Победу одержал техническим нокаутом Сагачи Классный бой. Поздравляем. Быстрый бой. Сагачи Айхерила. Такой быстрый нокаут. Звезда сегодняшнего вечера. Китайский представитель очень расстроен, недоволен своим результатом. Боя. 7-я пара. Козлов Дмитрий и Бахадир Бакиев. Козлов Дмитрий является представителем города Красноярска. Бахадир Бакиев является представителем города Кызыла. Весовая категория до 61 килограмма. Что мы можем сказать о Козлове Дмитрию? Я сейчас думаю, будет такой зрелищный бой, потому что оба бойцы являются самыми такими хорошими бойцы.
потому что оба являются, оба занимаются боевым самбо. Его соперник в красном углу. Бахадир Бакиев! Boshiga man senga ko'hna kechdim babamga oshiyon tunlar oy kunduz quyosh al yoralardan mehmon Shahrisabz yashil shahrim Shahrisabz ko'hna kech Shahrisabz yurak bag'rim Shahrisabz yashil shahrim Shahrisabz ko'hna kech Shahrisabz yurak bag'rim Shahrisabz. Как городок на свете много, но самый лучший век прекрасен. Лежит в отрогах гор высокий зеленый город Шахрисабз. Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Наполнен радостью и светом. Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Umman MP.net Show Business olami. Shahrisabz, наполнен радостью и светом. Shahrisabz, тебе пою я песню эту. Представляем бойцов. Боец в синем углу. Рост 170 сантиметров. Вес 62 килограмма.
занимается ММА и вольной борьбой. Седьмой бой этого вечера. Козлов Дмитрий и Бахадир Бакиев. Он является, занимается смешанным боевым единоборством, вольной борьбой. Он представляет город Красноярск. Так, что мы можем сказать о Бахадире Бакиеве? Так, представитель города Кызыла. Мастер спорта международного класса по боевому самбо, мастер спорта по панкратиону, победитель Кубка мира по самбо. Очень сильно звучит, причем. Что могу сказать по Дмитрию Козлову? Ну, у него, видите, профессиональных боев у него 13 боев. И одержал победу 13 боев и 1 поражение. Так, информация у нас об Бахадире. 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Так, очень горячо начался бой. Бахадир занял хорошую позицию после перевода. Называется. Так. Активно работает сверху, заходит за спину. Бакиев в партере тоже активно действует. Козлов Дмитрий оказывается сверху. Бакиев держит, пытается провести болевой прием. Я вот не могу понять, почему рефери так рано. Скорее всего, для зрелищности, чтобы бойцы долго не жали и больше работали в стройке. Так, попадается на гильотину. Но это не мешает Бахадиру переводить его в партер. Ох, Козлов Дима, смотри-ка, как он переводит, там ответка пошла просто. Теперь Бахадир оказывается в не очень удобном положении. Попытка выйти на оппонент. Оба занимаются по боевым самбо. Так что бой будет. Козлов Дмитрий вышел из очень опасного приема, рычаг локтя. Сейчас он попался на узел плеча. Не отдает руку. Очень опасный момент, может случиться травма. Нет. Ну, Козлов уходит. По моему мнению, бой такой очень близкий. По моему взгляду, доминирует боец Бакиев. Не очень хорошее положение для Козлова Дмитрия. Бакиев зажимает его, бьет.
выбрался на маунт. Тут начинаются неприятности у Козлова Дмитрия. Бакиев осыпает его ударами. Даже для такой весовой категории, как 62 килограмма, удары очень тяжелые. Наши зрители ликуют. Болеет то за одного, то за другого бойца. Долго возятся бойцы в партере. Рефери поднимает обоих. Бойцов было. Устали. Я думаю, равное преимущество каждого бойца. Попытка провести удушающий, так, приносит. Так, 10 секунд прозвучало. Так, закончился первый раунд. Бой такой не равный, но близкий где-то. Я бы не сказал, что Бахадир так много переводил в партере. Так как Козлов Дмитрий он много защищался, ему сразу. Ну, приравнивает, да, равнивает. Ожидаем второго раунда боя. Знаешь, когда дерешься в партере, много сил теряется. Да, потому что организм пытается работать в удвоенном режиме, чтобы удары не попали, ты пытаешься зажимать, оппоненты крутят себе ногами, обхватывают руками, и от этого много сил уходит. Ну, чтобы такого не было, нужно много тренироваться. Да. Нужно много заниматься физическими упражнениями, такими как кроссфит, подготовка, бег. Так, начинаем второй раунд. Неплохой размен ударов. Жалубек пропустил удар от Козлова, но все равно перевел его в партер. Очень вольный боец Бахадир Бакиев, показывает характер. Так. В таком положении Дима проигрывает. Бакиеву, видите, уже немного уставшим выглядит. Ну, как бы уже либо на болевой прием, либо нокаутом выйдет. Хорошая попытка, но рефери останавливает. Мог получиться хороший удушающий. Я считаю, рефери очень часто останавливает бойцов перед опасными моментами. Бакиев что-то немного подустал. Даже уставший выглядит. Бросок. Так, перевод в партер. Как у нас говорят в UFC, takedown, takedown. Еще раз напоминаю, что бойцы оба занимаются боевым самбом. Очень тяжело, да? Провести болевой прием.
рефери поднимает бойцов опять, да? Знаете, как бойцы что-то в партере неактивно действуют. Дима уверен в стойке, но опять Бакиев его переводит в партер. Бахадир Бакиев все-таки является мастером спорта международного класса по боевому самбо. Еще победитель Кубка мира по самбо. Здесь и опыт в борьбе. Знаете, это не боевой самбо, это уже смешанные боевые единоборства. Все разрешено. Не, ну все-таки навык хватки и перевода в партерного тела у нас остается. Бакиев занимает позицию маунт, рычаг, попытается взять. Ну, желательно было в другую сторону. Козлов Дмитрий застучал, это был рычаг локтя, тяжелый бой. Тяжелый бой. Тяжело дался обоим бойцам. Видите, уже бойцы не выглядит. Вот им тяжело. Это говорит о том, что они очень активно работали в партере. Да. Я помню, что даже в прошлом году ты провел весь бой на стадионе. С борцом имя как? Это который это, по-моему, Ульян, не Ильян, я уже забыл, с кем я дрался. Самый дальнобой на стрелке, да, был? Победу! Сабмишена! Болевым приемом на руку одержал Бахадир Бакиев! Поздравляем Бахадира Бакиева! Бахадир Бакиев представляет нашу республику, города Каджилак, кстати. Президент промоутерской компании «Симспорт» Арман Гришаевич Элстян. Вот президент промоутерской компании «Симспорт». Сам лично идет на награждение. Благодаря ему такие встречные бои, да? Да. Решает Козлова Дмитрия. Следующая пара бойцов. В синий угол приглашается Василий Комлик. It's good.
Его соперник в красном углу. Встречайте! Бадура Чингис! Восьмой бой. Так, информация о бойцах. Так, представитель города Иркутск Василий Комлик. Спортивный клуб Комлик. Рост 176 сантиметров, вес 70. Так. Его достижения: кандидат в мастера спорта по грэпплингу, призер Сибирского федерального округа по грэпплингу, многократный победитель чемпионата Иркутской области по ММА, профессиональный рекорд, 3 победы, одно поражение. Ну, наш земляк Бадура Чингис, вы уже знаете, в прошлом SeaForce 4 мы видели, выиграл. Он не является кандидатом мастера спорта по вольной борьбе. Ну, еще чемпион Республики Тыва по ММА, чемпион Республики Тыва по армейскому рукопашному бою. Еще, вы знаете, победитель турнира SeaForce 3. Будем ожидать очень горячий бой. Да, и, кстати, еще напоминаем, будет зрелищный, захватывающий бой такой будет, потому что Василий Комлик такой серьезный боец, крепкий, очень сильный. Победитель турнира SeaForce 3. Рост 175 сантиметров, вес 70. Кстати, еще бойцы, занимающие грэпплингом, они хорошо активно действуют в партере. Да, в этом виде спорта в ММА и грэпплинг очень нужен. Да. Так. Бойцы очень серьезно настроены. Да. Василий Комлик такой очень серьезный боец. Ну также мы знаем Чингиса, он не умеет уступать. Да, уступает. Комлик уверенно идет на Чингиса, играет первого номера. Чингис на второй позиции. Пока идет разведка боем. В каком легком темпе работают бойцы. Комлик очень уверен. Да. Идет прямо. Василий пробивает лоу-кик, Чингис отвечает ему боковым.
неплохой размен ударами ног, но неэффективный. Еще можно сказать про Василия, что у него руки такой уверенный, отпущенный, такой беззащитный нападает. Было попадание по Чингису от Василия, но несущественное. Так, начинается перевод в партер. Чингис завязывает его. Сейф. Оба бойца очень сильные, как физически, так и духовно. Василий забирается на Чингиса, начинает осыпать ударами. Чингис пытается выбраться. Попытка выброса из партера. Так, очень плохо, очень плохо. Чингис отдает спину. Попытка провести удушающий. Бадра не отдает. Шею. Останавливает бой. Ну, поздравляем Василия Комлика с победой. Ну, такой, ну, подрачекиста соперник такой крепкий, да? Видно, сильный парень, резкий, очень уверенный в себе. На бою на второй минуте 40 секунде первого раунда удушающим приемом победу одержал. Видимо, сегодня не очень удачный день для Бадра Чингиса. Будем надеяться, что земляк в следующем будет только побеждать. Награждение проводит полковник полиции Хулер Виктор Кузьмич. Следующая пара бойцов. Боец в синем углу. Куфи Каплан и Бертран.
Мангуша, города Кызыл. Ну, боец Африки, могу сказать, что он непростой парень, а он является еще двукратным чемпионом Африки по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу. Ну, у него профессиональный бой, один бой выиграл. Ну, насчет Мангуша Чингиса, тоже является чемпионом Сибирского федерального округа по боксу. И неоднократно выиграл Республика 2 по боксу. Он является кандидатом в мастера спорта по боксу. Какая заряженная песня Чингиса на выходе. Да, даже по-английски. Это фильм «Бой в сцене», да? Ив Бертран настроен позитивен на бой. Его рост составляет 172 сантиметра, вес 70 килограммов. 1992 года рождения. Страна Республика Кот-д'Ивуар, Африка. Это, наверное, скорее всего, тоже как Нашего земляка встречают бурными аплодисментами. Воу, весь стадион наполнен. Даже на борьбе Хуреш такого не бывает, сколько народу собиралось. Скорее всего, они все пришли посмотреть на нашего африканского товарища. ну, насчет Чингиса могу сказать, он тоже крепкий боец. Можно сказать, что он контрпанчер, нокаутер хороший. Очень резкий. Я запомню бои Чингиса на республиканских соревнованиях по боксу. Как он взрывается резко. Мангуш Чингис, город Кызыл. Кофи Каблан Ив Бертран, Африка, Кот-д'Ивуар. Двукратный чемпион Африки по кикбоксингу, мастер спорта по кикбоксингу, родом из Республики Кот-д'Ивуар, Африка. Встречайте! Кофи Каблан Ив Бертран! Да, парень заслуживает огромного уважения тем, что приехал издалека к нам в далекую республику. Чемпион Сибирского федерального округа по боксу, чемпион Республики 2 по ММА, кандидат в мастера спорта по боксу, неоднократный чемпион и призер Республики 2 по боксу, 175 сантиметров рост, вес 70 килограммов. Встречайте! Мангуш Чингис! Очень взрывной парень. Чингис значительно выше бойца из Кот-д'Ивуара. Воу, теплое приветствие. Посмотрим, что будет. Самый ожидаемый бой, скорее всего, Да. этого вечера. Так. Скорее всего, было случайное попадание пальцем или краем перчатки в глаз африканского спортсмена.
быстрый нокаут этого вечера. Ну, не прям такой нокаут, а технический нокаут. Это технический нокаут, да, это, скорее всего, было точно, либо точное попадание в глаз, отчего африканский спортсмен прекратил бой. Напомним еще раз, Чингис является чемпионом Сибири по боксу. Руки быстрые и точные. На 24 секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал Монгуш Чингис. Награждение проводит вице-президент Ассоциации безопасности СОКОЛ Самбу Буян Леонидович. Следующая пара бойцов. Встречайте, боец в синем углу. Егоров Виктор. Так, 10-й бой этого вечера. Это тяжелая весовая категория свыше, то есть 93 килограмма свыше. Супертяж, так скажем. Супертяжа свыше 93 килограммов, да. Виктор Егоров, мастер спорта по самбо, мастер спорта по боевому самбо, город
Саян Санам. Ну, он Саян Санам как бы вот, занимается сумо вольная борьба. И фреш это такой национальный вид спорта, тоже похож на борьбу. Ожидаем Саяна Санама. Вот, наконец-то выходит боец. Под заряженную музыку выходит, да? Насколько я помню, Саян неоднократно выступал по ММА, часто занимал места первые. Очень часто занимал первые места по ММА и является начин МГ Республики Тыва. Начин МГ это как бы уже ближе, так скажем, да, третий разряд. Взрослый, так скажем, да. Но очень значимые тоже. Взгляд хладнокровен, спокоен. У обоих бойцов первые бои. Оба бойца выходят на дебют. И вот наконец-то Саян заходит в клетку. Представляем бойцов. В синем углу. Рост 190 сантиметров. Вес 115 килограммов. Мастер спорта по На 4 сантиметра выше, да? Вика Егоров. 190. Очень высокий парень. Видишь, у него даже голова на уровне сетки. Очень высокий. Его соперник в красном углу. Санам он пониже ростом, но он пошире будет. 130 килограммов. По телосложению. Мастер спорта по сумо. В вольной борьбе. Кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо. Начин МГ Республики 2. Чемпион Республики 2 по ММА. Титулованный спортсмен у нас. Рефери сразу значительно уменьшился на фоне этих двух бойцов. Ну все, супер тяжелая весовая категория начинается. 10-й бой этого вечера. Виктор Егоров, Саян Санам. Ну, выглядит намного выше. Серьезный пропускает удар. Это нокаут. Это чистый нокаут. Это нокаут. Серьезный нокаут, очень тяжелые удары. Тяжелый удар. Он потерял сознание даже, видите? Саян Санам потерял сознание. Капу надо снять. Очень тяжелый нокаут. Очень жаль.
этой весовой категории всегда бывает. Когда идет жесткий размен, одно точное попадание, и бывает очень грубые удары, настолько, что люди падают замертво. Хорошо, Славян Занав с нами. Пожелаем ему здоровья. Поздравляем Виктора Егорова с победой. Награждение проводит председатель Союза десантников Сарыглар Аяс Алексеевич. Пожелаем удачи своему сыну, да? Да. Но я думаю, что он хотел закончить тоже нокаутом. И, понимаешь, попал в неудачный момент. Еще рост, длина рук тоже очень многое делает. Размах рук тоже. Размене особенно. И мы снова в дребезги, и нас обочины. Плевать, ведь наши дети лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду перед голосами моих детей. И голосами их детей. Нас просто менять местами. Ну что ж, дорогие друзья, нас... Так, главный бой вечера у нас. Да, намечает самый крайний бой вечера. Ерешков Всеволод и Шаджи Артур. Подошли к главному бою вечера! Твое мнение, дорогой? Я не знаю, это... Я представляю судейскую коллегию. Он еще двукратный чемпион Сибфорса Ерешкова Всеволод. Кыргыз Альшат Оюн Эрес. Катман Салчак Эдуард. Главный судья Бугай Александр Владимирович. Рефери в ринге Сингеев Евгений. Ну что? Так, посмотрим, что будет в сегодняшнем финальном бою. Ждем. Так, Всеволод у нас откуда? С города Иркутска. Тренер Комаров. Клуб Север, город Иркутск. Двухкратный чемпион Сибфорс. Кандидат в мастера спорта по рукопашному бою.
будет у него профессиональным дебютом. Ну, Шахджу Артура тоже знаете, ну, в прошлом бою тоже выиграл. Ну, там было по решениям судей в городе Иркутск. Возраст одинаково бойцов. Очень уверенная походка у парня. Срок пришел, снова за поясок. Его соперник в красном углу. Встречайте! Шауши!
друзья, у нас главный бой вечера. Ерошко Всеволод. Шаржи Артур. Дождались. Парень такой, Ерошко Всеволод, похож на гангстера из банды Якудзы. Двукратный чемпион Симфорс Ерошко Серьезный оппонент у нашего земляка, двукратный чемпион Симфорс. 180 сантиметров, вес 80 килограммов. Мастер спорта по сумо и вольной борьбе, чемпион России и Европы по сумо, победитель профессионального турнира Симфорс 3. Шаржи Ну все, главный бой вечера вот-вот начнется. Желаю всем присесть поудобнее, приготовиться и насладиться красивым боем. Твое мнение, Наржу? Ну, мое мнение, наверное, тоже, ну, такой, оба бойца такие сильные. Пока бойцы бежал к сетке. Резкий удар выбрасывает, кстати, Артур. Отличный бросок, отличный бросок. Вот это бросок. Отойдите от октагона, пожалуйста! Зрители! Артур занимает неплохую позицию. Артур занимает неплохую позицию. Наносит удары снизу. Добивание. Пропускает сильный удар. Выигрыш. Это победа! Артур Шаржи! Победа техническим нокаутом! Завершается концу турнир Симфорс 4. Артур Шаржи. Ну что ж, дорогие друзья, Он оправдал надежды земляков. Сегодня можем спать спокойно. Только посмотрите, что он сделал со своим оппонентом. у него рассечение, скорее всего. Я так скажу вам. Ни один якудза не справится с тувинцем. Еще раз поздравляем Артура Шаржи. Ему всего 23 года. Он уже выиграл второй свой профессиональный бой по правилам ММА. Ну что ж, друзья, дорогие друзья, поздравляем Шаржи Артура. Так, прощаемся с вами на сегодня. Это был отличный турнир по ММА. Весь народ рад. Поздравляю вас всех с хорошим турниром. Всем до свидания. До новых встреч. На первой минуте и 3 секунде первого раунда
Республики-2 Леонид Корол.
Köyündeki koşun arasından bizim tırnağımızda paylaşa ettirmiş. Bravo! Давайте еще раз поаплодируем бойцам. Слово предоставляется Узбун Надыр Иргитовичу. Спасибо, уважаемые любители боевых единоборств. Только что завершился наш удивительный праздник. Бойцы из Республики-2 показали достойные результаты. Надеемся, еще вам будем устраивать такие праздники. Спасибо всем. До следующей встречи. Кто будет желать сфотографироваться, заходите, приходите. Спасибо всем. Ну что ж, всем огромное спасибо, что вы пришли на Синфорс 4 в Казани. Всего доброго, занимайтесь спортом. Дорогие телезрители, спасибо, что вы нас смотрели. И поздравляем нашего чемпиона Артура Шахджи за такой красивый бой и такую победу. Да, если целиком оценивать уже прошедший турнир, можно смело все сказать, что спортсмены, бойцы из Тувы готовились вообще основательно, и результат не заставил ждать. И все мы стали свидетелями побед наших бойцов. И финальный бой с участием Артура Шахджи и Всеволода Ерешко, финальный бой, который закрывал наш турнир, он показался очень красочным. И, конечно же, мы поздравляем нашего победителя Артура и желаем ему дальнейших побед. С вами был канал ОВА ТВ. Спасибо, что вы были с нами. Мы будем дальше и дальше развиваться вместе с вами. Спасибо, друзья. Турнир закончился. Ну а мы с вами увидимся еще раз много-много раз.